Всем привет, это Дмитрий Горчаков. В этом видео я подробно поговорю о ситуации вокруг Запорожской АЭС. Это украинская атомная станция, крупнейшая в Европе, которая почти полгода находится под контролем российских войск. Последние недели вокруг нее возникает много тревожных новостей. Ее территорию обстреливают, ходят слухи о ее минировании. Россия и Украина обвиняют друг друга в ядерном терроризме. Обстановка вокруг атомной станции вызывает все больше беспокойства на уровне мировых лидеров и главы ООН. Я уже дал несколько интервью о Запорожской АЭС для разных СМИ за последние дни. Но в этом видео я решил подробно и без чужих редакторских правок рассказать о всех возможных сценариях аварии на этой станции, что их может вызвать и к чему они могут привести. Ну и в конце видео я еще сделаю более широкое резюме по поводу перспектив этой станции с учетом военной обстановки. Тайм-коды видео будут, можете по ним ориентироваться. Давайте начнем с технического обзора станции и возможных сценариев аварии. Наиболее потенциально опасные в ядерном и радиационном смысле места станции – это реакторные отделения. Их на Запорожской станции 6. В них находятся ядерные реакторы и первый радиоактивный контур энергоблоков, а также ядерное топливо. Причем не только ядерное топливо, которое находится внутри самих реакторов, но и отработавшее топливо в бассейнах выдержки. Но именно из-за потенциальной опасности реакторные отделения сильнее всего на станции защищены. В отличие от чернобыльских реакторов РБМК, на Запорожской АЭС находятся водоводяные реакторы ВВР-1000, принципиально иной конструкции. ВВР гораздо более компактные, защищенные и безопасные реакторы сами по себе. У них гораздо более широкий диапазон режимов работы с отрицательной обратной связью, то есть там невозможен такой разгон мощности, как случилось на Чернобыльском блоке в 1986 году. В отличие от РБМК, ВВР двухконтурные, то есть радиоактивный теплоноситель не выходит за пределы реакторного отделения. В них нет графита, как в РБМК, где его около 2000 тонн, и который в результате Чернобыльской аварии за счет горения увеличил выброс радиоактивных веществ. Сам реактор ВВР гораздо более компактный, его диаметр около 4,5 метров, в то время как у РБМК активная зона диаметром около 11 метров. Но это не канальный, а корпусный реактор, причем его стальной корпус весьма прочный и имеет толщину стенок около 20 см, поскольку рассчитан на огромное рабочее давление более 150 атмосфер. Такие водоводяные реакторы ВВР в Советском Союзе и России и ПВР за рубежом – это самый распространенный тип реакторов в мире. Конкретно на Запорожской АЭС стоят 6 ВВР-1000 модификации В-320. Это самая распространенная модификация ВВР-1000. Их было построено 25 штук, и все они до сих пор работают. 10 штук работают в России на Балаковской, Калининской и Ростовской АЭС. 11 штук работают в Украине, на Запорожской, Южноукраинской, Ровенской и Хмельницкой АЭС, то есть на всех станциях Украины. А также по 2 блока работают в Болгарии и Чехии, на АЭС Козлодой и Темелин соответственно. Это проект конца 70-х, начала 80-х годов. Причем на Запорожской АЭС такие реакторы модификации В-320 были построены одними из первых. 6 ее блоков запущены в работу с 85 по 96 год. Да, Запорожская АЭС крупнейшая АЭС в Европе и в Украине. Ее мощность в 6 гигаватт составляет почти половину всех мощностей АЭС Украины, то есть она сопоставима по мощности с 3 другими украинскими станциями вместе взятыми. При этом, поскольку в Украине АЭС обеспечивали до войны около половины всей электроэнергии, можно сказать, что одна только Запорожская АЭС – это около четверти всех электромощностей страны. Так что это сам по себе чрезвычайно важный энергообъект для Украины. В России тоже, кстати, нет таких мощных станций с 6 гигаваттными блоками. В свое время планировалось, что Балаковская АЭС будет сестрой-близняшкой Запорожской АЭС, тоже с 6 такими блоками. Они строились почти одновременно. Но в итоге после развала Союза на Балаковской АЭС достроили лишь 4 энергоблока ВВР-1000 модификации В-320. У меня есть отдельное большое видео с обзором всех атомных станций России, где я подробно рассказывал про все их особенности и про появление ВВР-1000. В том числе и эту историю про близняшек Запорожскую и Балаковскую АЭС. Посмотрите, ссылка сейчас на экране и будет в описании. Возвращаясь к важным отличиям ВВР от РБМК, конечно, надо сказать об одной из главных особенностей ВВР-1000. Их особенность в том, что их реакторные отделения герметично закрыты со всех сторон единой бетонной защитной оболочкой – контейнментом или гермооболочкой. Именно на ВВР-1000 в начале 80-х в Советском Союзе и стали строить серийно такие гермооболочки. На предыдущих проектах реакторов их не было. Стены контейнмента из предварительно напряженного железобетона имеют толщину в 120 см. Его диаметр около 45 метров, а высота более 50 метров.
Основная задача контейнмента – предотвратить выброс радиации наружу в случае аварии на самом реакторе. Внутри реактора ВВР-1000 циркулирует вода под давлением более 150 атмосфер. В случае его разгерметизации весь вырвавшийся радиоактивный пар как раз удержится внутри контейнмента. Он на это рассчитан. Сейчас я как раз дописываю большую статью и сделаю по ней подробное видео про эволюцию реакторов ВВР, и в том числе про их системы защиты. Так что не забудьте подписаться на канал, чтобы это видео не пропустить. Кроме внутренних аварий, контейнмент, конечно, защищает и от внешних воздействий, как погодных, так и техногенных. Например, он рассчитан на падение небольшого легкомоторного самолета массой в несколько тонн. Напомню, что это проект 80-х, это реакторы второго поколения. Современные же проекты АЭС, в частности ВВР-ТОИ, которые строятся сейчас в России и Турции, уже имеют двойные контейнменты большей толщины и рассчитаны на падение полноценного 400-тонного Боинга 747. Тем не менее, ни один энергоблок АЭС не рассчитан на боевые действия и угрозы. Это мирный гражданский объект, а не военный бункер. Поэтому артобстрел в худшем случае может привести к повреждению контейнмента, образованию трещины или даже пробоины. Рассыпаться целиком он, скорее всего, не сможет, все же это купольная армированная железобетонная конструкция. Само по себе разрушение контейнмента не вызовет ядерной аварии. Он нужен лишь для локализации последствий возможной ядерной аварии. Если реактор не поврежден, он теоретически может работать и без контейнмента. Только если в результате обстрела будет пробит и сам бетонный контейнмент, и будет попадание в сам ядерный реактор или оборудование первого контура, тогда возможна его разгерметизация и выброс радиоактивного пара. В худшем случае, если будет попадание в сам реактор, то это будет выброс, возможный вместе с ядерным топливом. Однако это возможно лишь в случае целенаправленного и длительного обстрела контейнмента, либо в результате использования специальных боеприпасов. Случайным снарядом или бомбой такое не сделать, потому что, пробив контейнмент, нужно еще попасть в сам реактор, спрятанный глубоко внутри здания, в относительно узком бассейне с водой. А прочее оборудование первого контура тоже находится под перекрытиями, которые надо пробить. Так что теоретически такое возможно, но вероятность этого очень мала. Чем же грозит это попадание снаряда в сам ядерный реактор? Вопреки распространенному мнению, ядерного взрыва это не вызовет. Реактор не атомная бомба, даже если в момент аварии он будет работать на полную мощность. Ядерного взрыва не было ни в Чернобыле, ни в Фукусиме. Даже если в результате попадания в работающий на мощности реактор повредить стержни управления, а у них у ВВР-1000 как раз сверху реактора в специальной крышке над реактором, и каким-то образом вызвать разгон реактора, быстрее всего он просто разгерметизируется и произойдет выброс воды, пара и, возможно, и самого топлива, и реакция погасится сама собой. Последствия же такой аварии будут сильно зависеть от многих факторов, включая состояние самого реактора и погодных условий. В худшем случае, если реактор в момент аварии работал на мощности, то возможен довольно мощный паровой взрыв в результате его разгерметизации. Если контейнмент поврежден, то радиоактивный пар и летучие элементы из поврежденного топлива будут частично выброшены наружу. В первую очередь далеко может улететь летучий йод-131. Однако его период полураспада всего 8 дней, и он будет представлять угрозу лишь короткое время. Но с точки зрения воздействия на организм, он как раз может представлять главную угрозу для населения вокруг атомной станции. Не случайно сейчас поступает информация, что украинские власти собирают и уже раздают населению в ближайших регионах препараты стабильного йода, таблетки едидокалия, для возможной йодной профилактики. Это правильная подготовительная мера на случай аварии. Тут только важно помнить, что йодную профилактику надо правильно делать. Если вы просто купите спиртовой раствор йода и начнете его пить, то можно и отравиться. Если вы используете не таблетки едидокалия, а спиртовой раствор, то там используется всего несколько десятков капель на стакан воды или молока. Я дам ссылку на рекомендации по йодной профилактике в описании к этому видео. Ну и это мера для населения вблизи АЭС, в пределах десятков, максимум около сотни километров, поскольку йод действительно в худшем случае может далеко улететь. И в первую очередь он опасен для детей в силу большей восприимчивости детского организма. Главное последствие – это возможный рост риска рака щитовидной железы. Но все будет зависеть от объема выброшенного йода, его концентрации и погодных условий. Ну, если вообще до этого дойдет. Второй опасный фактор возможного выброса при таком взрыве – это цезий-137 с периодом полураспада уже 30 лет, который может вылететь с аэрозолями.
В Чернобыле в большей степени именно он определял основное загрязнение территории в результате выброса. Однако насколько далеко и как много его может улететь в результате аварии, тут очень широкий диапазон возможных последствий. Во время Чернобыльской катастрофы цезий улетел довольно далеко. Облако действительно накрыло всю Европу. Но тут важны цифры. Он улетел, но чем дальше, тем в меньших концентрациях он выпал. Могу сказать, что его следы можно найти и в моем родном Екатеринбурге, за тысячи километров, но лишь достаточно чувствительными приборами. С точки зрения опасности для человеческого организма, то, что улетело на расстояние далее нескольких десятков километров, чаще всего уже не представляет серьезной угрозы для здоровья в силу большого рассеяния. В одном из прошлых видео про знаменитые окопы в Чернобыльской зоне я уже давал подробное пояснение того, как при оценке воздействия радиации на организм важны именно количественные оценки, а не качественные. Важно оценивать именно полученные дозы, а не просто ужасаться самому факту выброса. Во время аварии на АЭС Фукусима, например, был выброс примерно в 10% от того, что было выброшено во время Чернобыльской аварии. Однако в Фукусиме вообще никто не погиб от воздействия радиации, даже среди работников станции. Но в этом всем мало кто разбирается, этим часто пользуются те, кто хочет манипулировать общественным мнением. Например, преувеличивая масштабы потенциальной аварии в политических целях, шантажируя мировое сообщество ядерной катастрофы. Или, например, сейчас различные организации и эксперты, особенно антиядерной направленности, или просто не очень разбирающиеся в вопросе люди, любят показывать страшные карты моделирования возможного выброса от аварии на Запорожской АЭС. На этих картах действительно видно, как выброс накрывает всю Европу. Выглядит это очень эффектно и страшно. Но при этом мало кто обращает внимание на цифры загрязнений в этих моделях. Они зачастую вдали от точки выброса быстро снижаются до уровня фоновых, в том числе и по цезию-137, который и так везде есть из-за глобальных выпадений. Поэтому долететь до Европы или России что-то может, но вот опасности для здоровья это практически не представляет. Я уже приводил в пример облако выброса от Чернобыля, следы которого можно при желании и на Урале найти. Но на жизни уральцев, и без того непростой, это не сказывается никак. Ну, разве что представляет определенный научный интерес. Я рассказал о наиболее опасном, но менее вероятном сценарии, когда через разрушенный контейнмент происходит попадание снаряда или бомбы в работающий реактор, его разрушение и взрыв. И я сказал, что последствия такой аварии будут сильно зависеть от состояния реактора. Если реактор в момент такой аварии был остановлен уже какое-то время, особенно если речь идет о неделях, то в нем не будет ни большого давления, способного усилить энергию выброса, ни наиболее опасного для населения йода-131, который уже распался. Так что выброс, если он случится, будет менее опасным и по объему, и по составу. Так что с точки зрения безопасности реакторы Запорожской АЭС, вокруг которой идут обстрелы, лучше заглушить. И это уже частично сделано. Из 6 энергоблоков до недавнего времени работали лишь 3, и то на небольшой мощности. По уму следовало бы заглушить все энергоблоки до лучших времен, но сейчас 1 или 2 из них поддерживаются на минимальной мощности. Что еще может случиться на Запорожской АЭС? Помимо реакторных отделений, на этой АЭС есть еще одна площадка, где находится ядерное топливо. Это сухое хранилище отработавшего ядерного топлива – Схаят. Раньше его вывозили на хранение и переработку в России, но уже много лет Украина от этой практики отказалась. Об этом я тоже рассказывал в отдельном видео с обзором мировой атомной энергетики за прошлый год. Там был отдельный блок с рассказом про Украину, про ее переориентацию на зарубежное топливо Westinghouse и про отказ от услуг России по обращению с отработавшим топливом. Посмотрите это видео, если еще не видели, ссылка сейчас на экране. Уже много лет Украина использует технологию, широко распространенную в США и многих других странах. Топливо после выгрузки из реактора и нескольких лет хранения в бассейнах выдержки в реакторных отделениях помещается в специальные толстостенные бетонные контейнеры и хранится на открытой бетонной площадке на промплощадке атомной станции. Контейнеры довольно прочны и устойчивы к внешним воздействиям. Они рассчитаны на транспортировку и возможные аварии при ней. Даже тестировались на обстрел из гранатомета. Но они, конечно, тоже не рассчитаны на артобстрел или бомбардировки. Вблизи площадки Схаят уже были попадания и повреждения вспомогательных датчиков. Так что нельзя исключать варианты повреждения и самих контейнеров. Но опять же, в худшем случае, скорее всего, речь будет идти о разрушении одного или нескольких из них, поврежденных прямым попаданием. Внутри у них нет горючих материалов, нет ни высокого давления, ни короткоживущих летучих элементов типа йода-131, который распался за много лет.
Так что, скорее всего, потенциальный ущерб от такой аварии – это локальное загрязнение внутри и вблизи площадки АЭС. Давайте теперь поговорим о наиболее вероятном и опасном сценарии аварии, который уже частично начинает реализовываться. Атомная станция – это огромное сооружение, тем более Запорожская АЭС. Она занимает площадь в несколько квадратных километров, и кроме реакторных отделений и СХАЯТ на ней расположены сотни зданий и сооружений. В них гораздо легче попасть случайно или целенаправленно и разрушить, поскольку они не так защищены. И это уже происходит. Большинство из этих строений нет никаких радиоактивных материалов, и их разрушение не приведет напрямую к выбросу радиации из энергоблоков. Однако эти системы важны для нормального функционирования АЭС и ее систем безопасности. Наиболее опасно и вероятно в таком случае полное обесточивание АЭС. Это сценарий Фукусимы. Даже после остановки реактора топливо в нем нужно охлаждать. Цепная реакция в нем прекращается, деление урана и плутония в нем прекращается, но продолжается распад накопленных в нем радиоактивных элементов. Энерговыделение этого процесса меньше, чем при делении урана, но довольно существенно. Спустя несколько часов после остановки реактора энерговыделение топлива остается на уровне около 1% от номинального и спадает далее примерно по экспоненте. Чтобы это тепло отводить, нужна работа насосов, а для них электроэнергия. Самое надежное в такой ситуации – это брать ее из сети. Худший вариант, если нарушится энергоснабжение станции, будет ее отключение от внешних сетей. Из-за обстрелов и пожаров вокруг Запорожской АЭС такие обрывы линий электропередач уже случались, но не всех линий сразу. А вот 25 августа случился полный блэкаут, когда на небольшое время были отключены все 4 линии электропередач. 3 на 750 кВт и 1 на 330 кВт. Такое полное отключение Запорожской АЭС от сети случилось впервые за всю ее 40-летнюю историю. Два остававшихся в работе на небольшой мощности энергоблока, 5 и 6, были отключены действием автоматики. На такой случай на станции имеются резервные дизель-генераторы, и они были задействованы, пока не была восстановлена одна линия на 330 кВт. Но если восстановить линии электропередач быстро не удастся, а дизель-генераторы не сработают или в них кончится топливо, то ядерное топливо в реакторах и бассейнах выдержки будет нагреваться, разрушаться и в итоге плавиться, что приведет к радиационной аварии. Именно это случилось в Фукусиме, где из-за землетрясения и цунами случился и обрыв внешней линии, и затопление дизелей. С нагревом топлива в реакторах АЭС Фукусима началось выделение водорода в результате парациркониевой реакции взаимодействия оболочек тепловыделяющих элементов с водой. Образовавшаяся гремучая смесь привела к взрывам 3 реакторных отделений японской станции и выбросу облака летучих изотопов. К счастью, на Запорожской АЭС в ходе постфукусимской модернизации установлены рекомбинаторы водорода, как и на всех современных АЭС поколений 3 и 3+. Рекомбинаторам не нужна энергия для работы. Они химически преобразуют излишний водород обратно в воду и не дают образоваться его опасной концентрации в реакторном отделении. Так что взрывов и воздушного выброса, как в Фукусиме, на Запорожской АЭС быть не должно, даже в случае перегрева топлива и начала парациркониевой реакции. Однако с ростом температуры топливо будет плавиться, что может привести к проплавлению корпуса реактора и уходу образовавшегося расплава в подреакторное пространство. Потенциально это грозит разгерметизацией контейнмента и загрязнением грунтовых и поверхностных вод. Именно загрязнение воды, которая случайно или намеренно попадала в потерявшие герметичность реакторы Фукусимы, создало наибольшие проблемы в Японии. Сейчас там на площадке АЭС накоплено около 1 миллиона тонн загрязненной воды, которую не смогли собрать и частично почистить. Но остальное утекло в океан. В случае подобной аварии на Запорожской АЭС речь может идти о загрязнении Каховского водохранилища, Днепра и Черного моря. Но все будет зависеть от масштабов аварии и загрязнений. Так что такой сценарий возможен. Но такая авария будет развиваться на протяжении нескольких дней. Перегрев не происходит одномоментно. И в этой ситуации у персонала, если ему помогать, а не мешать, будет время для того, чтобы успеть отреагировать. По сути, сейчас украинский персонал, который и продолжает работать на АЭС, ведет борьбу за живучесть станции в условиях невероятного стресса, восстанавливая постоянно повреждаемые системы и пытаясь не допустить аварийных ситуаций. Они все, несомненно, герои. И они же больше всего рискуют, так как большинство сценариев аварий грозит именно локальными загрязнениями и угрожает персоналу и находящимся на территории станции людям. Не говоря уже о других рисках, связанных с присутствием там войск и других силовых ведомств РФ. Прежде чем я подведу итоги, я бы хотел напомнить, что вы можете поддержать мой канал и мои публикации на атомную тематику через Patreon для зарубежных карт или через сервис Boosty для российских карт.
Ну а также поставив лайк под этим видео, подписавшись на мой канал и поделившись этим видео в своих соцсетях. Итак, в качестве выводов я бы сказал, что в силу конструкционных особенностей реакторов ВВР авария уровня Чернобыльской или Фукусимской на Запорожской АЭС маловероятна, если не невозможно. Тем не менее, аварии меньшего масштаба на ней в текущей ситуации возможны, в том числе с выбросом радиации, включая летучий йод, возможно загрязнение речной системы или локальные загрязнения промплощадки. Поэтому никакие военные действия вокруг атомной станции недопустимы и давно должны быть прекращены. Важно, чтобы как можно скорее на станцию прибыла миссия МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии, для независимой экспертизы ситуации на ней как в техническом плане, так и в гуманитарном. Я понимаю, что определенные опасения по поводу этой миссии есть и у Украины, и у России, но лучше пусть она будет, чем нет. Хотя на самом деле нужна не миссия МАГАТЭ, а полная демилитаризация зоны вокруг АЭС. В добровольном ли порядке, по договоренности ли сторон, хотя это маловероятно, или с миротворцами ООН, или каким-то иным способом. На самом деле это не важно. Любой способ демилитаризации подойдет и будет лучше, чем текущая ситуация. При этом важно помнить, что до 24 февраля, до вторжения России в Украину и начала этой новой с 2004 года войны, никаким ядерным объектом Украины никакой угрозы не было. Она появилась с приходом войны, которую в России до сих пор называют спецоперацией. До этого все объекты были под надзором МАГАТЭ, и никаких подозрений в том, что кто-то там в Украине что-то собирался делать в плане ядерного оружия, тоже не было. Что бы ни несли российские пропагандисты и прочие безответственные официальные лица. Спустя полгода оккупации Запорожской АЭС и месяца оккупации Чернобыльской АЭС никаких доказательств таких планов как не было, так и нет. Сейчас идет много споров о том, кто стреляет по станции, откуда и зачем. Обе стороны обвиняют друг друга. В тумане войны действительно много неопределенностей и всякое может быть. И хотя есть свидетельства очевидцев и определенные расчеты, что стреляют откуда-то рядом, то есть скорее всего именно российские войска, по большому счету все это пока может быть лишь версиями. Но с другой стороны, мне кажется более вероятной именно версия обстрела со стороны российских войск. Потому что, во-первых, украинцам это просто не нужно. Это их станция, крупнейшая в стране. Там работают их люди, там вокруг живут их люди, украинцы. Если будет авария, пострадает в первую очередь Украина. Могут ли украинцы стрелять, чтобы устроить провокацию и обвинить в этом российские войска? А зачем? Их страну уже полгода бомбят, уже убили тысячи их мирных граждан. У Украины полно доказательств зверств и преступлений российской армии. Им не нужны фальсифицированные доказательства этого, их полно и так. А вот Россия, с другой стороны, вполне может это делать, то есть обстреливать Запорожскую АЭС, чтобы обвинить украинцев. Представители России на уровне правительства уже говорили, что хотят забрать Запорожскую АЭС, да и вообще все оккупированные территории. Они вполне могут обстрелами спровоцировать отключение этой атомной станции от энергосистемы Украины и тем самым поставить ее на грань аварии. Но авария никому не нужна. Поэтому потом они просто могут сказать, что для безопасности станции надо срочно подключить ее к сетям на юго-восток, Крыму и так далее, раз уж действующие сети оборваны и постоянно обстреливаются. Таким образом можно и обвинить Украину в ядерном терроризме, и выступить спасителями Европы от ядерной аварии, и переподключить, наконец, под благородным предлогом АЭС к своим сетям. Такой трюк на самом деле уже был во время захвата Чернобыльской станции в марте, когда ЛЭП со стороны Украины тоже обстреливались и обрывались. Станция сидела на дизелях, а потом ее пытались подключить к сетям Беларуси. Правда, потом в качестве жеста доброй воли российские войска ушли из Чернобыльской зоны. Да и вообще Чернобыльская станция на самом деле никому не нужна. Но это все версии. В чужие головы мы залезть не можем и видеть будущее тоже. Тем не менее, эта версия кажется мне наиболее реалистичной. Можно гадать о других версиях. Но важно помнить факты. А они в том, что Запорожская АЭС – это украинская станция. И сейчас она захвачена российскими войсками. Это первый в истории случай, когда действующая АЭС захвачена в ходе военного конфликта. И это сделала Россия, моя страна. Страна, которая построила первую в мире атомную станцию и самые мощные атомные ледоколы, которая лидирует по обогащению урана и по технологиям быстрых реакторов. Страна, которая сейчас одновременно строит около 15 атомных энергоблоков на экспорт, больше, чем кто-либо другой в мире. То есть Россия, которой реально есть чем гордиться в мирной атомной сфере. Я подчеркиваю, именно в мирной. Страна, которой есть что предложить миру, и о чем я рассказывал и хотел бы рассказывать как популяризатор мирных ядерных технологий, способствуя делу прогресса и развития всего человечества. Но все это перечеркнуто не только отвратительным и позорным нападением на Украину и убийством тысяч людей, как украинцев, так и русских.
Не только тем, что это отбрасывает саму Россию в своем развитии на многие годы назад, а ее граждан лишает перспектив на нормальное будущее и обрекает на выживание и бремя ответственности за случившееся, но и тем, что Россия, являясь членом Совбеза ООН, являясь бессменным членом Совета управляющих МАГАТЭ, являясь достойным членом мирового атомного сообщества до недавнего времени, сейчас показывает всему миру этот отвратительный пример захвата крупнейшей АЭС Европы. Хотя на самом деле не Россия, конечно, а те, кто захватил в ней власть и пытается сделать вид, что это одна страна и один народ, который поддерживает одного президента. Это не так. В России много людей, которые выступают против этой войны. Я думаю, что в долгосрочной перспективе никакие попытки России отжать крупнейшую АЭС Европы у Украины и переключить ее на Россию не удадутся. Ни технически, в силу противодействия ВСУ, ни юридически, в силу того, что ни МАГАТЭ, ни кто-либо другой в международном атомном сообществе никогда не признает эту АЭС российской. Да и самой России это не нужно. Нормальным людям в России чужого не надо. Надеюсь, что и война, и путинский режим закончатся раньше, чем мировой и российской атомной отрасли будет нанесен непоправимый ущерб. Даже если на Запорожской АЭС в итоге не случится никаких радиационных аварий, ее захват уже войдет и в учебники истории, и в историю ядерных инцидентов. Я надеюсь, что технически Запорожская АЭС выстоит, показав надежность заложенных в нее конструкционных решений и способность персонала справляться с огромными проблемами. Это будет важно для всей мировой атомной энергетики. Отмечу, что до сих пор, несмотря на все сложности, связанные с оккупацией и Запорожской, и Чернобыльской АЭС, никаких радиационных аварий не случилось, и никто от радиационных поражений не погиб и не пострадал. Надеюсь, что и не пострадает. Ну и надеюсь, что вместе с Запорожской АЭС выстоит и ее украинский персонал, и весь украинский народ. Хотя на последнее я даже не надеюсь, а я в этом уверен. Всем пока и берегите себя.